Здравствуйте, дорогие подписчики, гости канала. У меня вот такой вопрос к вам есть. Э, На что вы руководствуетесь при тех условиях, например, если вы что-то там решили, задумали, что-то для себя, какое-то решение вывести, да? Вы не знаете, как поступить, и вам некому обратиться за помощью, вообще, вообще некому. Как вы поступаете? Где находите ответ, что поступить так или просто вообще никак, или как-то иначе? Это не обязательно в каком-то решении. Можно, например, писать комментарии. Мы же иногда пишем в Ютубе там или где комментарии. Кто-то пишет, а где-то есть опасность писать того или иного комментария. Поэтому, может, где-то нужно их удалить. Так вот, я это не зря этот разговор завел, потому как я в основном руководствуюсь только теми, в основном, хотя ранее, сейчас я скажу, какие способы у меня есть. То есть ко мне приходят подсказки. Я сам, например, если пишу комментарий, я сам прекрасно понимаю, что то, что я пишу, ничем не подтверждено. Никаких доказательств того, что я могу там предположить, у меня нет. Но это версия такого рода, своего рода. А версии, они основаны на каких-то предположениях, умозаключениях, да? Там, пускай они будут субъективного мнения. Но как бы это возможно, выражать свое мнение. Просто чем просто молчать, ни на что внимания не обращать. Поэтому я руководствуюсь именно такими подсказками. А такие подсказки редкий за случай, когда они приходят. Только они приходят только тогда, когда правда есть какая-то опасность. А какая сейчас может быть опасность? Вот человек, я сейчас скажу, человек, не буду говорить имен, фамилий называть. Человек там умер, да? И все сразу одновременно. Хотя мне вчера приходило можно сказать, две подсказки приходили. Но я не знаю, понимаете, вот те подсказки, которые приходят, их нужно правильно интерпретировать. Это вот как сон приснился, нужно правильно его расшифровать. К чему он тебе приснился? Как бы некоторые подгоняемые. Ну, в общем-то, подгонять, это тоже сонники, которые есть, а это тоже, считает, ты подгоняешь. Но ты подгоняешь, если по сонникам смотришь, ты подгоняешь уже именно то, что тебе приснилось. И это как бы не называется, ты его подгоняешь. Ну, я как бы ушел опять в сторону немножко. Так вот эти подсказки приходят, они только когда есть какая-то опасность. Вот у меня так. Кто-то пользуется интуицией, у кого она там развита. Кто-то там седьмым, шестым чувством. На самом деле, вот лично я вообще не знаю. Даже я знаю, что такое интуиция, я знаю, что такое шестое, седьмое чувство, да. Но я не могу точно дать, что это у меня такое. Или, как говорят, ангел-хранитель тебя бережет. Там, или души твоих ушедших, там, например, родителей или еще что. Мы вообще не знаем, что это такое. Кто-то говорит, что внутренний какой-то твой голос там. Кто-то говорит о домовых. Если, давайте я отступлю от темы. Верю ли я в домовых? Ну, я, как бы, можно сказать, верю в них. Но, так как в основном большинство людей верит, что они там ставят им тарелочки там с молоком, что они только там не делают. Я в это вообще ноль. Почему? Ну, потому что это, вот как раз таки это, считай, будут предрассудками. Потому что не нужно, просто человек не понимает, он отвлекает от тех, то, что к нам приходит, это не как, ему, он не питается этим нашим питанием, ему не нужны эти питания. Люди просто, почему, я считаю, вот так делают, там, молочко наливать или еще что? Просто они от боязни думают, что вот что-то ему, этому домовому не понравилось в тебе,
И чтобы его задобрить, ему наливают, там, я не знаю, молочка или еще какой-то пищи. А надо просто правильно понимать, почему это приходит. А это приходит. Только, как сказать, эти случаи бывают разными. Они могут прийти, а могут показаться вам. Просто ваш мозг может это так разыграть фантазию, что вам может показаться, что это домовой. На самом деле тут просто можно отдать простое объяснение. Но любому домовому, любому, я не знаю, инопланетянину можно дать объяснение с точки зрения там научного, например. Поэтому у нас существует, когда говорят о клинической смерти, одни говорят ученые, что он, человек, когда умирает, то есть мозг, у него там, как сказать, сначала же сердце перестает биться, а мозг еще как бы доли какие-то секунды там жив. Поэтому он вроде бы как это запоминает какие-то мысли вроде бы такое. И у него, если кислорода не хватает, у него, как у этих наркоманов, я вот каждый раз все дальше и дальше бросаюсь. Ну, потому что те наркоманы, которые употребляют что-либо, они даже не наркоманы, а те, кто просто курят какую-то соломку. Вот у них мозг так начинает работать. Почему? Да потому что человеческий мозг, клетки вот эти серого вещества, когда ему там кислорода или еще что-то не хватает, он начинает сопротивляться, и он начинает включаться на полную мощь в несколько раз. Как вот при нормальном состоянии у человека не может так это мозг работать. Но он после этого погибает, там где-то сохнет, где что. Вот так вот. Поэтому я говорю, те подсказки, которые до меня приходят, одно время я им сопротивлялся. Но я ведь, когда им сопротивлялся, они именно происходили так, что мне нужно было следовать их подсказкам, а я им сопротивлялся, потому что я вот так вот до такой степени сопротивляюсь всему. Вот сказали, что вот человек умер, да? А я не верю, что он умер. Почему? Да потому что, вот сами подумайте, вот он был в одном месте. Потом раз, вдруг его увезли в другое место. Для чего? Какая разница? Здесь его там кто-то мог с ним что-то сделать, да? Или там. В чем разница? Есть только одна разница. Здесь могут все, как адвокаты там или там эти самые, проверить. А там такую даль не каждый сможет. Вот в чем причина. То есть это было заранее уже задумано. А что именно, я не буду говорить. Потому как подсказки до меня приходили. Но опять-таки, эти подсказки не означали именно к этому действию. Нужно правильно интерпретировать. Потому как у меня до этого мысли еще другие были. И вот надо, и все равно нужно научиться их правильно понимать. Но то, что опасность существует, а в чем может опасность существовать? А в том, что все, вот все запели одну песню, что его нет, и все. Я вот не верю в это. А они все верят, потому что вот так сказал кто-то. Все. Я только могу посчитать, что они все заодно. Вот все. Ну все. Если кто со мной не согласен или что-то не понимает, о чем я говорю, пишите свои комментарии, пишите истории свои, если есть какие-либо по подсказкам. Подписывайтесь на канал, ставьте свои оценки. Все, всем пока.